Bluetooth-колонка с мощностью в 50 Вт, сабвуфером, двумя высокочастотными динамиками, поддержка режима стереопары, LED-подсветкой с 3 режимами работы, защитой по стандарту IPX7, временем автономной работы до 20 часов на одном заряде, поддержкой звукового эффекта Sound Pulse, эргономичным дизайном, выдвижной ручкой, режимом Powerbank для зарядки внешних устройств, подключением по Bluetooth и AUX-кабелю, разъемом под microSD-карты, и обо всем этом я, разумеется, прочел в рекламе к Bluetooth-колонке под названием Tronsmart MirTune S100. Но как на самом деле обстоят у данной модели, я сейчас вам, разумеется, расскажу. Начнем. Распаковка. Поставляется данная модель в коробке, выполненной в стиле бренда Tronsmart. Коробка плотная, на ней есть изображение устройства, краткие характеристики и основные фишки. Коробка пришла слегка помятая, но само устройство не пострадало при транспортировке. Упаковка обыкновенная, в комплекте мы имеем колонку, краткое руководство и кабель для зарядки с USB-A на USB-C. Вес колонки вы видите на экране, а габариты составляют 231 на 88 на 100 мм. В целом модель довольно компактная, учитывая характеристики, и не тяжелая. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю по одному смартфону Poco X6 Pro. Для участия в розыгрыше необходимо подписаться на этот YouTube канал с колоколом, оставить любой осмысленный комментарий больше 5 слов, и либо в комментарии, либо в описании своего канала указать свое имя в телеге. Подписаться на телеграм-канал скидок, и вы автоматически в розыгрыше. Помимо этого еще iPhone 16 на Новый год я разыгрываю. Перейдем же к беспроводной колонке. Продается данная модель в черной и синей варианте расцветки корпуса. Корпус колонки выполнен преимущественно из матового пластика, а также тканевой обшивки. Плюс есть овальная прорезиненная вставка на дне колонки и прорезиненная ручка для переноски. Удобно, что ручка выдвижная. Реализована она отлично. Дизайн S100 является одним из плюсов этой модели, так как выглядит колонка интересно. Но лично мне не особо импонирует, как оформили пассивные излучатели, так как они слегка не соответствуют остальному дизайну колонки. Лучше бы их сделали прорезиненными. Для добавления атмосферы во время прослушивания музыки на пассивных излучателях установили LED-подсветку с 3 режимами работы. Но, как по мне, она простенькая и не яркая. Собрана колонка в целом хорошо, но с учетом стоимости есть вопросы, так как можно заметить криво наклеенные детали, да и ткань не топовая. Далее на корпусе находится надпись Tronsmart, 6 механических кнопок, к сожалению, они пластиковые. Огромный плюс за полноценный индикатор заряда аккумулятора. Конечно, заряд не отображается в процентах, но 5 световых индикаторов уже что-то. По командам для управления все стандартно: включение-выключение, регулировка подсветки, вход в режим сопряжения, плей-пауза, регулировка громкости, переключение треков, вызов голосового помощника, включение-выключение звукового эффекта Sound Pulse, ответ-сброс вызова, вход в режим стереопары и переключение между режимами работы. На нажатие колонка откликается отлично, все базовые функции доступны и без приложений. Некоторые команды сопровождаются системными звуками, которые можно отключить через фирменное приложение. Встроенный микрофон отрабатывает довольно неплохо, но ждать от него, что он сможет корректно уловить речь в 2 метрах от колонки, не стоит. Далее, с тыльной части можно увидеть прорезиненную заглушку, за которой находится разъем Type-C, USB-A разъем для подключения накопителей с музыки или для зарядки внешних устройств, AUX разъем, отверстие для сброса настроек и разъем под microSD-карту. Воспроизводить музыку можно по Bluetooth, а также используя разные разъемы. Заряжать устройство от колонки, как вы уже поняли, можно, но это дело можно рассматривать в крайнем случае. Летим дальше. Tronsmart MirTune S100 оснащена сабвуфером Trace Track мощностью в 30 Вт, 2 высокочастотными динамиками, мощностью в 10 Вт, ну и пассивными излучателями. Диапазон частот от 50 Гц до 20 кГц. Заряд шторки на смартфоне отображается. После включения S100 автоматически подключается к ранее сопряженному устройству. Мультипоинт до 2 устройств на борту, за что плюс. Bluetooth же версии 5.3. По кодекам есть поддержка SBC. Колонка без проблем подключается к планшетам, ноутбукам, компьютерам, смартфонам на Android-системе и к смартфонам на iOS. Связь с подключенными устройствами держит стабильно. На улице фризов я не встречал, в домашних условиях через одну стену не отваливается она, как и через 2. По моим тестам, звук пропадает после отметки в 14 метров в городских условиях. Задержка звука при просмотре ролика на YouTube практически отсутствует. В играх же дела обстоят хуже. Примеры вы сейчас увидите.
Емкость аккумулятора 8000 мАч, полный цикл зарядки занимает 4 часа 40 минут, заявлено до 20 часов воспроизведения музыки. По моим тестам колонка отыграла с подсветкой на 50% громкости 15 часов, что довольно хороший результат. Удобно, что есть функция автоматического выключения, которую можно настроить в приложении. Во время подзарядки колонки использовать ее для прослушивания музыки можно, но я не советовал бы, так как для работы от сети она не предназначена. Далее, MirTune S100 имеет водонепроницаемость IPX7. Конечно же, я провел небольшой тест на водонепроницаемость. По итогу мой экземпляр не пострадал, что не может не радовать. Конечно же, я все же не стал бы намеренно ее кидать в воду. Летим дальше. Подключить Tronsmart MirTune S100 можно к приложению Tronsmart. В нем из полезного можно обновить прошивку, но обновления мне еще не прилетали. Также есть плеер для переключения треков и регулировки громкости, вкладка с 5 предустановленными эквалайзерами и простеньким кастомным эквалайзером. Предустановки восторга не вызывают, по большей части звук заметно меняется только с предустановкой Sound Pulse. На персонализацию звука с помощью кастомного эквалайзера колонка откликается, что уже хорошо, но не сказал бы, что корректно. Далее, звучание. Сразу отмечу, что по звуку колонка неплохая, но до звука, как у колонок Anker, еще не дотягивает. Tronsmart ближе к бренду 3-Bit, хотя у 3-Bit есть модели, которые топ за свою цену. К примеру, из последнего я тестировал 3-Bit Stormbox Blast 2, она прям была вау. Несмотря на это, S100 довольно громкая, в метре колонка выдает 90 дБ, бас мощный, но глубины ему слегка не хватает. Середина имеет хорошую проработку, высокие звучат отчетливо и выразительно. В целом звучание неплохое, все зависит от стоимости, лично мне не хватает объема и большей сбалансированности, это чего бы хотелось. Звук по Bluetooth соединению по карте и по кабелю сильно не отличается. Примеры звучания вы сейчас услышите. Минусы: сборка хромает и слабая подсветка. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Резюмирую. Беспроводная колонка Tronsmart MirTune S100. Интересная колонка от данного бренда, которая однозначно заслуживает вашего внимания. Положительных отзывов достаточно. Многим нравится компактность колонки, некоторые дизайнерские решения, звук и автономность. В целом я с этим соглашусь. Спасибо за просмотр. Девайсу от меня да. Подписывайтесь на канал с колоколом. Добра и удачи вам, дорогие друзья!